Привет, дорогие друзья! Мы в этом году путешествовали довольно много, и в том числе путешествовали и по провинции Хунань, родине чая Хэйча. Помимо хунаньского, конечно, делают и другие провинции черный, темный чай. Но сейчас больше всего распространен на рынке именно хунаньский. Посетили мы прежде всего, конечно же, Аньхуа, это где основные плантации, самое качественное сырье именно из Аньхуа. Посетили город Иян, где большой рынок, именно специализирующийся большей частью на вот этом чае. Музей коллекционера китайских древностей и по совместительству директора чайного завода. И как раз собственно, с этого завода у нас уже приехали первые чаи. Мы попробовали, выбрали из большой линейки сортов 7, которые нам больше всего понравились, в самых разных формах, то есть и традиционные такие кирпичи, плотной прессовки, более слабой прессовки, распиленные бревна, знаменитые такие здоровые, которые там весят 50, 100 и больше даже килограмм, такие блины, да, рассыпные, соответственно, рассыпной с золотой плесенью, рассыпной без золотой плесени, маленькие таблеточки. То есть все возможные формы. Чай тоже разный, то есть и возраст его разный, и способ обработки немножко различаются, прессовка, сырье из разных регионов. Но все, в основном это все из Аньхуа, просто из разных деревень, с разных гор. Начнем знакомиться с этим новым чаем. Немножко по поводу плесени. Это, в общем-то, считается очень полезный, одновременно очень вкусный чай. То есть его специально культивируют в таких стерильных комнатах. То есть чуть попозже в фильме вы это увидите. И это она считает очень полезным для здоровья и, кроме того, придает особо такой пикантный и интересный вкус самому чаю. То есть это такая особенность. Но не весь хэйча, именно с этой золотой плесенью, бывает и без нее, как я уже показывал. Вот так вот. Мы приехали в город Иян, который находится примерно в 50 километрах от столицы провинции Хунань, города Чанша. Здесь есть небольшой частный музей, который посвящен китайской культуре, а также и местному черному чаю. Здесь представлены старые блины, то есть кирпичи черного чая начала 20 века. Есть также и маленькое такое бревнышко весом 10 ленов, которое еще к середине 19 века относится. Некоторая чайная посуда. Ну и вкратце рассказана история распространения черного чая по Китаю. В древности для удобства транспортировки, а также для лучшей сохранности в случае повышенной влажности, чай упаковывали герметично в кожу. Так как Хунань является родиной самого Мао Цзэдуна, то, конечно же, здесь есть и его цитата, которая как раз гласит, что нужно сажать больше чайных кустов для народа. И как раз черный чай стал таким прообразом народного, простого чая, потому что, например, в Фудзяне мы видели обратную картину, так как там чаем занимались монахи, культурные люди, это опять-таки церемония Гэнфуча, то здесь как раз полная противоположность, простой крестьянский чай, который полностью отображает идею революции. На этом стенде представлены все разновидности черного чая из разных провинций Китая, в том числе и местный чай черный из Аньхуа, соответственно, чай из Гуйлинь, из Сычуань, а также и прессованный юнаньский пуэр. Это знаменитые хунаньские чайные бревна, вес у них бывает разный, но в среднем примерно 50-80 килограмм.
То есть такая весьма нелегкая такая ноша. Тоже это было сделано для удобства транспортировки. То есть чай спрессовывался и перевозился в основном на лошадях. Тут даже вот сохранилось седло времен как раз этого чайного пути. А здесь описана история указа императора о создании специального склада для организации поставок в Россию. Ведь именно в XVIII веке начались регулярные поставки чая из Китая в город Кяхта. А здесь крайне интересный экспонат, на котором написано по-русски «Зеленый чай и Мерули чай». Очень интересное у него название. Интересно, с чем это связано. Сделано в Китае. То есть это примерно 50-60-е годы, в период активного сотрудничества между СССР и Китаем. Вот такой вот чай поставлялся, соответственно, в Советский Союз. В этом зале представлены разные виды традиционного китайского фарфора. Причем, что интересно, то что хозяин музея постарался собрать максимально полное количество разновидностей. То есть представлены по изделия из Жуяо, из Лунсюаня, из Джиндеджэня. Вот. Потом, значит, древние росписи танского периода, значит, белый фарфор, то есть самые различные виды искусства. Хозяин музея по вероисповеданию буддист, и мы встречаем уже третий такой вот алтарик на территории музея. А в этом зале собрана экспозиция деревянных работ, в основном династии Мин и Айцин. В основном это ручная резьба по дереву, в том числе и по сандалу, и по красному дереву, и самые разные другие породы. Вся резьба очень тонкая, то есть видно, что хозяин музея собирал это очень внимательно. То есть, например, такие вот интересные шкафы, где просто мельчайшие детали проработаны с большим количеством маленьких ящичков. Вот. А потом кровати очень интересные тоже, где просто каждая деталь инкрустирована. И особое внимание вот привлекает вот этот вот шкаф, большие два шкафа с драконами, где в дерево инкрустирован нефрит. Причем настолько тонко, что кажется, как будто бы дерево, прям, как будто бы они друг друга, они как будто вместе сливаются. Но при внимательном осмотрении можно видеть, что нефрит разделен на части, но это сделано настолько аккуратно, что, в общем-то, издалека можно подумать, что это единое целое. Вот. Все эти предметы, они украшены традиционной китайской символикой. То есть облака – это самая распространенная такая вот деталь, вот как здесь, например, можно видеть, да, и также на многих других предметах. И очень много инкрустирован дракон и феникс. Но это сейчас еще можно сказать, что, наверное, предпочтение владельца музея, то есть он собирает предметы с драконом и фениксом, но надо сказать, что это и основополагающие такие вот, можно сказать, мифологические животные китайской культуры. 4 панно, которые тоже инкрустированы камнем, дерево с камнем, 4 знаменитых цветка Китая, в том числе знаменитый и мудань, пион. Эта статуя Будды, гордость владельца музея, она принимала участие в шанхайской выставке 2010 года. Ей был выдан сертификат, то, что это действительно настоящее изделие династии Мин, очень качественное литье бронзовое, и еще несколько предметов, то есть курильница и 2 таких вот кувшинчика. А в этом зале представлена экспозиция коммунистического периода истории Китая, в частности, периода культурной революции. Интересный такой нюанс. Здесь чашки, такие плошки, наверное, все-таки скорее не для чая, а для еды, 1968 года. То есть как на них показывает штамп. И почему-то, я так и не понял почему, мне даже владелец музея не рассказал, здесь затерты изображения хунвейбинов, то есть, собственно, детей культурной революции, скажем так. То есть, причем аккуратно затерты такой наждачной бумажкой на всех, абсолютно без исключения, предметах. То есть, видимо, не случайно.
Как известно, в традиционном китайском доме обычно слева и справа от входа вешаются благопожелательные иероглифы. Здесь вот интересные представлены два таких образца. Одни из них это такая вот каменная крошка, причем покрытая золотом, да, вот. А здесь динежинская роспись по фарфору. То есть видно, что в каждой провинции или в каждом месте, где известно тот или иной вид традиционного китайского искусства, они передавали его даже вот в такие вот простые, казалось бы, бытовые вещи. Мы приехали на завод по производству хунаньского черного чая хайча, и непосредственно в этом цехе делается чай, знаменитый чай в бревнах. То есть здесь, в принципе, похожий принцип, как и производство прессованных блинов пуэра, которые гораздо меньше по размеру. То есть тоже такие вот большие два чана, куда, соответственно, в тряпку кладется сначала молча, сырье, подается под большим давлением пар, который моментально сырье размягчается. Потом здесь есть такая специальная выемка, куда складываются предварительно листы, значит, бамбука, из которой, собственно, заворачивается бревно. То есть придается форма, упрессовывается такой деревянной колотушкой, вот, и уже упаковывается. На складе завода тут есть несколько таких вот самых больших чайных бревен, которые когда-либо видел до сих пор, весом более 700 килограмм каждая из них. Вот. Но это скорее, конечно, как музейный экспонат, но некоторые приобретают в коллекции и подобные экземпляры, так как хайча, так же как и пуэр, является предметом коллекционирования, в том числе и предметом инвестиций. На вот этом образце видно, как упаковывается хайча. То есть сначала идет такой мягкий, тонкий бамбуковый лист, вот, оборачивается, а уже потом более плотный, такой вот уже практически, можно сказать, сам ствол бамбука, который распилен на такие полосы. В специальной комнате, которая стерильная комната, так называемая, здесь поддерживается температура постоянная 28 градусов. Здесь происходит, соответственно, насыщение чая знаменитой золотой плесенью. Она считается крайне полезной для здоровья, кроме того, придает выдержанному хайча особенный вкус. Ага. Склад. Ну, заходим на склад компании. 做了以后到这里来修饰， Ага. 这个绢呐，来，做了以后，那边是毛衣，对，毛船，1/1的切量啊，我们大仓库在市里面。 А тут уже склад бревен побольше. Здесь, соответственно, не разводится вот эта вот знаменитая золотая плесень, то есть это просто хайча. Без плесени он бывает тоже. И здесь прошлогоднего года урожай. Чайные бревна для удобства употребления потом распиливаются на такие вот блины, причем похоже это на блины пуэра. Вот, то есть сейчас как раз вот директор завода нам разломает немножко этот блинчик, вот, тоже на таком разделочном подносике, который, в общем-то, используется также для пуэров, и для других чаев прессованных. Вот, и заварим, попьем местный чаек. Вот такое количество примерно используется для одной заварки. Вот. Ну, нас, во-первых, много человек. Вот. Но я положил, конечно, раза в 2 побольше, наверное. Директор завода только что разломал чайный кирпич. Кстати, что приятно, он не такой мощной прессовки, как, например, кирпичи там BHIC того же завода. То есть вполне поддаются разделению вручную. Вот. И здесь, оказывается, все в золотой плесени.
Вот, то есть очень хорошо ее видно, такие вот маленькие золотые точечки. И именно золотая плесень – источник самых полезных веществ, содержащихся в черном чае. 1万年前，哦安花是冰圈，啊，这是冰圈下面的淤泥，上的就是那个石头，就冰纪。 Директор завода рассказал, что почему еще любят они эту плесень золотую замечательную, то что она такая же красивая, как нефрит, то есть у нее есть такой вот блеск золотой, который тоже считается очень, ну то есть так как китайцы очень любят продавать значение мелочам, то считается, у нее есть не только там вкус, полезные свойства, но еще и внешняя красота. И вот красота этой плесени там, при разглядывании и при демонстрации своего чая тоже имеет большое значение. 3 свойства хорошего чая. Первое, Первое – это когда ты рыгаешь после чая, то есть выходит такая небольшая отрыжка. Вот. Второе – это когда идет некое количество метеоризма, назовем это так деликатно. А третье – это когда, соответственно, хочется сходить в туалет по-маленькому. Если одного из этих свойств не происходит после чая, а также если есть некая такая сухость во рту или, например, желание попить воды, значит чай плохой. Что просто хоть сам не снимать. Если бы стендапа не надо было снимать, я бы тебе вообще камеру не сдала. Мы движемся в сторону знаменитого большого чайного конного пути. Это одной из важных достопримечательностей гор в окрестностях Аньхуа. Здесь также находятся чайные плантации, на которых, собственно, и собирается сырье для производства хайча, а также по дороге огромное количество таких вот традиционных китайских деревенек, где можно встретить еще сохранившиеся до наших дней старые дома. Она спрашивает, откуда? Говори эласы. Это такая своеобразная машина для жаонен. В принципе, принцип один и тот же, как мы видели во многих других местах. Но интерес именно этой машины в том, что она такая полусамодельная. То есть это не какой-то готовый станок, а видно, что его собирали здесь самостоятельно. То есть это, по-моему, вообще диск от машины или что-то вот такое. Вот здесь какой-то груз приделан. То есть такое вот полусамодельное устройство. Причем еще времен где-то 50-х, 60-х годов. Сейчас уже не используется, потому что есть более современные машины, но как такой вот рабочий и в случае необходимости вполне пригодный для использования предмет тут есть. Стадия жаонен идет следом за прожаркой чая. Соответственно, вот сюда, в это отверстие складывается уже прожаренный чай.
После этого опускается, прижимается вот так вот он плотно к столу. Да, здесь специально еще есть груз для того, чтобы было удобно крутить машину. Соответственно, есть борозды на вот этой поверхности. Поверхность причем деревянная, для того, чтобы не слишком сильно сминать лист. Вот, и происходит такое вот равномерное его сминание. То есть раскручивается колесо, причем абсолютно полностью механически, без электричества, то есть уже потом вот так вот. И мастер смотрит за равномерностью сминания. Как сырье готово, вот здесь, соответственно, ставится корзина и чай сюда сбрасывается вниз. Дикорастущий чайный куст хунань. То есть, причем довольно сильно тоже отличается внешне от многих других чайных кустов. Лист такой более темный, причем такой вот, у него характерна такая черная кромка. Я сначала подумал, что это какая-то болезнь, потом смотрю, что на всех кустах, даже вот которые вот среди деревьев растут, то есть вот эти, я так понимаю, высадили, ну то есть он так условно дикорастущий, то есть используют дикорастущие, соответственно, черенки и пересадили просто рядышком. Вот. Но есть точно такие же, которые растут прямо вот среди деревьев. Вот. И сами почки вот очень ярко-зеленые, очень сильно отличаются по цвету от остального листа. Вот. А на вкус такой вот он очень нежный, абсолютно без какой-либо горечи. То, что тоже говорит о высоком качестве сырья, то есть высоком качестве чая, который делается именно из таких вот кустов. Мы поднялись еще выше в горы, и наш проводник привез на большой такой вот чайный сад. Вот здесь уже кусты высажены, не дикорастущие, однако сорт самого чайного куста тот же самый. Очень интересно то, что вот здесь мы сейчас видим такие вот молодые почки, которые обычно уже в других провинциях, где делают зеленый чай, белый, луны, уже собирают. То есть вот уже чай готов к сбору. Однако здесь, в Хунане, дожидаются, пока почка вырастает примерно до такой высоты, то есть это уже практически отросток. Почему, кстати, вот в Хайча видны такие большие черенки? То есть здесь собирают чай где-то примерно с середины мая до середины июня. И получается такой большой черенок, соответственно, больше сырья, вот, и более, получается, практичное использование, собственно, самого чайного сырья, больше получается гораздо. И лист поэтому более грубый, то есть не такой нежненький, как сейчас, а уже такой довольно большой и зрелый. Вот. Кроме того, интересная информация, то, что вот эти вот красная кромка, я специально спросил, просто интересная очень такая характерная кромка по всем листьям практически. Причем где-то лист там может быть там даже наполовину уже такой весь красный. Это на самом деле оказывается от заморозков. Так как здесь довольно высоко, то листья, соответственно, в холодную погоду замерзают, но молодые почки уже вылезают тогда, когда уже достаточно тепло, поэтому мороз молодые почки уже не повреждает. Вот в таком доме живут крестьяне, которые следят за чайным садом. Вот. Ну и, соответственно, когда приходит время, собирают сырье, и уже потом его сюда приезжают машины с заводов и выкупают у них сырье. Весьма интересная здесь крыша у домов.
То есть вместо черепицы, то есть местами можно встретить и черепицу, но чаще всего вместо черепицы встречается кора. Кора местная такой вот, даже не знаю, похожа на тую, не среднем между туей и елью, такое дерево. И, соответственно, с него сдирается кора, вот, и застилается как черепица. Вот. Как я спросил у местных жителей, говорят, что она очень много лет может лежать, практически не гниет, полностью влагонепроницаема и служит таким вот удобным, практичным средством защиты крыши от влаги. Все, сейчас меня, короче, прокатит. Да. Ну вот мы приехали на знаменитый, в общем-то, курорт, который называется Чама-Гудао, то есть древний лошадиный чайный путь, по которому доставлялся, как мы уже все знаем, замечательнейший чай из Хунани, из других провинций юга Китая на север, в императорские дворцы, ну и просто жителям северных регионов Китая. Вот на таких вот лошадках, такими большими, вот эти вот бревна, всем известные хунаньские, вьючились с каждой стороны лошади. Ну и вот по узким горным тропам и дорогам лошадки месяцами, а то бывало и даже и по полгода, несли чай на север. Именно в этом месте происходила погрузка чайных караванов перед отправкой по Великому чайному пути. К сожалению, до наших дней не сохранилась вся старая инфраструктура каравана, но благодаря конструкции современной мы можем видеть, как это примерно происходило тогда. Чама-Гудао. Так почему же Дао? То есть именно путь. То есть не Лю дорога, а путь. Потому что на самом деле это даже сложно назвать дорогой. Это такая вот тропа, которая иногда была вымощена камнями, иногда просто земля. Вот. Проходила она по узким ущельям. То есть берет начало в ущелье вдоль воды и продолжается дальше через перевалы. То есть всегда она проходила по таким вот узким горным, можно сказать, хребтам и проходам. Вообще связь между чаем и таким животным, как лошадь,
довольно сакральное и давнее. То есть недаром же есть такое понятие, как чадао, то есть чайный путь. Есть такое понятие, как чама, то есть чайная лошадь. Есть известнейший чайный рынок Маляндао в Пекине, тоже, то есть чай и лошадь. Чай и вообще доставка чая всегда проходила на лошадях. Даже не обязательно через эту самую длинную большую караванную дорогу, но даже в таких вот маленьких региональных, собственно, пунктах тоже происходила доставка на лошадях. И поэтому такой вот некая связь между лошадью и чаем и путем проходила сквозь века и очень четко ложилась как ассоциация, связанная ассоциация, которая выдавала, вот именно потом вылилась уже в понятие чайный путь, то, что сейчас является, то есть путь чая. Вот, то есть это такое понятие, которое означает движение человека по чайному пути. Вот, то есть тут есть некие такие перекликания, да, как бы с именно вот этой вот древней чайной дорогой. Обычно караваны собирались там даже не из десятков, а бывало из сотен лошадей, потому что разные опасности подстерегали в длительном пути, который длился, бывало, даже до года, до полугода. И чтобы обезопасить себя от нападений разбойников, и чтобы помочь в случае какой-то тяжелой непогоды или прочих каких-то проблем, всегда собиралось большое количество караванов вместе. И бывало так, что пока начало каравана придет в один населенный пункт, конец каравана туда приходит только к вечеру, вот, а то и на следующий день. Мы зашли в гости, ну, просто в обычный деревенский домик, где такой микромагазинчик. Вот, и крестьяне здесь продают свой собственный чай, причем делают они его не очень много, то есть всего пакет, все, что у него есть. Вот, это очень интересный зеленый чай местный, похожий на средний между, наверное, шен-пуэром и дикорастущим ешеном из Сычуани. То есть такой вроде бы как бы еще и не пуэр, но уже и не зеленый. Аромат у него не очень яркий, сухого листа, но сейчас попробуем, что же будет при заваривании. Сися. Да. Так вовремя, пожалуйста. Да. Прям вообще идеально для кадра. Такое ощущение, как будто он знал, что я говорю. Да-да-да. Давай. Ну что? Слушай, а чаек очень даже ничего, кстати. Похож на ешен, реально. Он его прям так говорил. Заварки подержал. Вот я вот люблю такое. Я такое пью обычно всегда. Такой вот,